Поговорив с аниматорами в нашей студии и собрав некоторые отзывы от людей, мы решили сделать пропорции тела в целом более обоснованными и реалистичными. Так вот результат этих обсуждений. Это было сделано в основном путем захвата тела и изменения пропорций, чтобы внести изменения. Теперь интересно увидеть прямую разницу между оригинальной формой тела и новой, и насколько поразителен сдвиг в пропорциях тела. Главная проблема заключалась в том, что эти изменения были сделаны без одновременной корректировки одежды. Значит, это нужно было делать отдельно. Теперь я сделал это так же, как в первую очередь скорректировал пропорции тела, в основном используя кисти Grep on Snake Hook в X-Ray Shading с включенными контурами. Может быть легче увидеть внешнюю и внутреннюю стороны одежды по отношению к телу, очертания действительно показывают пересечение между ними. Просто продолжай вращаться вокруг скульптуры, чтобы проверить толщину и расстояние между точками поверхности для рукавов ее тонких рук. Я иногда осторожно использовал вместо этого надувную кисть, чтобы сэкономить время, но стараюсь не делать этого там, где есть поверхностные детали, такие как складки и морщины. Они начнут раздуваться, чего ты должен стараться избегать. Я снова допустил ошибку, изменив пропорции тела, позже при изменении ширины туловища и изгиба позвоночника легче увидеть, что ты делаешь, когда прячешь одежду. Но, оглядываясь назад, я могу рекомендовать лепить эти объекты одновременно. Более широкий и крупный торс, безусловно, был отличным решением, так как голова более естественно соединялась с остальным телом, что больше соответствовало стилю, к которому я стремился в первую очередь. Обрезка иллюминатора и использование черного силуэтного затенения все еще могут быть очень полезны для получения большей картины в определенных пропорциях. И снова я пошел вперед и приспособил одежду к новым изменениям тела. Что касается обуви, я начал с куба и примерно смоделировал пропорции, к которым стремился. После этого я применил модификаторы и вылепил основу, придав ей еще большую форму.
Как только я закончил, я добавил еще немного разрешения с помощью модификатора Subdivided with the Subdivision Surface и Dynatope и грубо вылепил поверхность обуви. Это снова было задумано как грубая визуальная основа. Однажды я начал читать извинения за туфлю. Позже я углубился в детали, чтобы убедиться, что все выглядит правильно. Сначала я сделал обувь синей, так как это был общий цвет акцента дождя. Ее голубые глаза и туфли должны были выделяться, но в итоге у меня было слишком много синих элементов. Поэтому я превратил обувь в оранжево-коричневую. Прежде чем я остановился на палитре синего и оранжево-коричневого цветов, я попробовал синий и светло-желтый. Я немного поэкспериментировал, прежде чем остепениться. Я также внес больше коррективов в пропорции тела с точки зрения размера тела. Я немного увеличил тело в целом и еще больше скорректировал позвоночник.
В конце концов я добавил к брюкам более толстые элементы, такие как карманы. Рукава рубашки тоже все еще нужно было перекрывать с помощью пуловер. В целом я был очень доволен нарядом, поэтому я решил попробовать что-то другое в следующий раз.